Здорово, танкисты! С вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре арта, да-да, арта огнеметная, советская, объект 156-0. Акционная машина, не прем, да, акционная машина 8 левела. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, подпишись на канал, пробей лайк под видео. Ну а мы с вами начинаем и передаем слово Петровичу. Итак, господа, бронирование нашего огнемета. Во лбу вся целиком броня идет где-то примерно 300 миллиметров, да. Вот, маска орудия 130-140, есть лючок 90-120. И этот танк нельзя как бы опускать передом и открывать верхнюю часть корпуса, потому что там брони нет. Ну и борт у нас слабый, соответственно, с задней частью. К сожалению, коллижен модели нету на танке GG и на других сервисах, чтобы посмотреть более детально, поэтому смотрим вот так. Что касаемо орудия нашего огнемета, у нас пушечка, можно так ее назвать, 8-го левела, хотя на самом деле это не пушка, а просто дыра в корпусе. Вот, средний урон 40, средняя бронепробиваемость 85. Именно поэтому на огнемете надо стараться все-таки искать моменты и заезжать врагам сбоку, где бронирование меньше, либо в идеале вообще сзади. Расход огненной смеси на выстрел, емкость магазина, да, 10 из 30. 4 у нас, между выстрелами 4 секунды. 22 секунды заряжается целиком барабан наш. Вот, количество кассет в магазине 3. Количество снарядов в кассете 10. ДПМ общий 2000. Время дезориентации, когда вы попадаете во врага, 8 секунд. Точность наша, есть здесь также разброс, 4. Время сведения 3 секунды. Ну такой по параметрам, необычный и прочее. Самое главное на этой пушке и фишка этого танка: вы глушите врагов, по которым стреляют ваши союзники. Тем самым получаете ассист по дезориентации, либо по-старому, как говорили все, по оглушению. По полевой модернизации. Во втором блоке доработка двигателя. В четвертом блоке комплекс Охотник С. В пятом блоке ничего не качаем. Вторым слотом берем на закалку. Касаемо оборудования. Обязательно ставьте на эту тачку ЭМП, вентиль и турбину. Это вот самый правильный комплект оборудования именно для этой машины. Что касаемо снарядов, а здесь в данном случае просто бочка жижа, огнеметная смесь, да. Ну что тут можно нового увидеть? Дальность огнеметания 150 метров. Это пределы, это нужно учитывать. Вы, как и на арте, на этой машине, можете стрелять как в аркаде, так и, так сказать, в режиме арты сверху, да. Можете выбирать сами. По снаряжению: ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, вот, либо доп-пайок, как у меня. По поводу автоматического, либо все-таки доп-пайка. Вы часто будете встречаться с себе подобными. Обычно огнеметные танки едут в те места карты, где происходит бой в упор. И если вы видите в сетапе противника тоже есть огнемет, будьте готовы к тому, что вас будут тоже жарить в ответ. И, соответственно, есть большая доля вероятности банально загореться. Экипаж у нас маленький, 3 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по поводу плюсов и минусов машины. Это жесткая имба, на мой взгляд, и на взгляд многих танкистов. Почему? Потому что благодаря своему уникальному бронированию в 300 миллиметров, да, есть маска орудия, где там в районе 130, но в общей массе 300. Эти машины, они банально давят фланги, протаскивая за собой союзников, вот, и просто давят. Пробить эту машину крайне тяжело, просто крайне. У нас даже есть углы вертикальной наводки минус 5, вы представляете? Углы горизонтальной 30. То есть вот эта дырка, дулом это назвать же нельзя, да? Она еще вправо-влево чуть-чуть крутится на 30 градусов. Это нужно понимать, когда играете на этой машине. Что касаемо ХП, 1200, а учитывая наше бронирование, это даже много для этой тачки. Надо делать как минимум 1000. По мобильности все просто отлично.
69, ребята, на турбине вперед, 22 назад. Почти 24 лошади на тонну. Ну, сумасшедший. Просто как ЛТшка. Как ЛТшка ездит. Даже есть, ребят, незаметность. Да, целых аж 45%. Да, перк незаметность. Ребят, 45. Вот это арта огнеметная. По обзору у нас, ну, слепая машина, 381 метр. Но основная задача этой машины — это давить фланг, дезориентировать врагов, чтобы они не могли стрелять по вашим союзникам. Отправляемся в бой, посмотрим, как эта имба разносит рендом. Так, господа, обзор боем у нас. Арта, да-да, огнеметная, советская, объект 156-0. Акционная машина 8 левела. Попали мы против восьмерок, замечательно. Сейчас поедем давить туннель. Надо побыстрее в туннель залететь. Вот респит всегда, конечно, неудобно. Да, хорошая подвижность, но респит всегда там, где респит арту. Это прискорбно. Нормально мы насистили. Вот тебе там. Ай, как оно? Все, готов. Все, огонь. Едем дальше. Едем, едем. Ну что, нормально, почти 3К сделали. ЦДшка переживем. Все. Едем дальше. Светить. Мы светляки в этом бою. Светим. Всех светим. Ничего не знаем.
Всех светим. Мы ЛТ конкретно сейчас. Ну все, ладно. В борт убили. Но мне тут в перекрестном огне СДАшка так интересно стала. Ну ладно, ничего страшного. Косарь настреляли, сколько там насветили, все. Огнемет проверили, работает. Вот встали просто, стреляют и с той стороны, и с этой. Грамотно в приемочку они тут плюхнулись. Давай, поддобивай уже, подымайся. Все, в ангар едешь. Мой убиватель. Ну, вообще-то не ЦДашка меня убила, а в спину. Что такое огнемет? Это тварь. Я не напутал эпитеты, слова там и прочее. Это именно тварь, которая давит фланг. Попадая против восьмерок, лютая имба, если вы не подставляете вверх крыши, вот, не подставляете борт, линейная карта, прямо фигачите, вы затаскиваете за собой союзник, вы давите фланг, реально. Вот как прямо сейчас в этом бою, по сути, ровно тоже и произошло. Я просто в упор приехал, глушил их, они бедные не могли ни свестись, ничего, просто умирали постепенно. Да. Понятно, что мы там не первые по урону, но огнеметы это не про урон. Только повезет, если поедете кому-то в борт, либо сзади. Ну, у нас вот есть еще и ассист, где ассист у нас 2320 по дезориентированным целям, то есть по оглушенным. Итого сумма получилась 3300. Восьмерка 3300 дала. Хорошая ли эта машина? Хорошая. Давить фланги и, так сказать, повышать процент побед себе на этой машине реально можно. Почему? Потому что одна вот такая тачка, СС-карты сильно, конечно, ну не прям сильно и средний, ну повезет, продавит фланг и будет выигрыш. Соответственно, реально одна из единственных машин, ну из немногих, не из единственных, я правильно сказал, одна из немногих, которая может помочь вам повышать процент побед на аккаунте. Вот. Да, как-то так. Ребят, пишите, у кого есть в ангаре, какое вы используете оборудование. По пятибалльной системе в своем классе, это единственный 5 из 5, создали чертову имбу, которая пробивается иногда только в маску. Против восьмерок даже маску пробить тяжело. Самое главное вот так вот не показывать вверх и не становиться бортом. Передом просто лютая имба. Подписывайтесь на канал, прожимайте лук, а я говорю до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.